Ребят, всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск подкаста Russian Progress. Сегодня у нас новое выражение, и это выражение «мир тесен». Я вам расскажу две истории, которые со мной произошли буквально на днях, и в этих двух ситуациях мне пригодилось это выражение. Прежде всего скажу, что к этому выпуску, как и ко всем выпускам подкаста Russian Progress, есть полная транскрипция в формате PDF, которая находится на Патреоне. Вы можете ее скачать, работать с транскрипцией, переводить, можете распечатать, то есть выделять все незнакомые слова. И это гораздо более эффективный метод изучения языка, чем просто слушать. То есть если вы будете еще работать с текстом, это будет гораздо эффективнее. И также есть видеоверсия подкаста. Все свои подкасты я записываю в формате видео и потом достаю из них аудио. Это доступно на Патреоне, но помимо транскрипции видео на Патреоне также есть много других интересных бонусов, как, например, чат в WhatsApp. То есть ежедневно мы переписываемся на русском. Если вы хотите поучаствовать, сейчас там 10 человек, и довольно активно там идет переписка. Если хотите поучаствовать, то заходите на Patreon и подписывайтесь. И вы просто, если вам нравится то, что я делаю, вы можете за $1 в месяц поддержать проект. То есть это незначительная сумма, но если вас будет много, то это уже значительно поможет проекту развиваться дальше. И на этом теперь переходим непосредственно к историям. Первая история. Я примерно полгода назад познакомился с немцем Тобиасом. Мы общались с ним в скайпе, и потом вот летом, сейчас он уже собрался приехать в Санкт-Петербург, и мы с ним договорились о встрече. Мы договорились, что мы в воскресенье встретимся, и, в общем, да, я в этот день, то есть за день до этого я просто гулял по городу, где-то в центре Петербурга был, и я просто иду и вижу, что Тобиас идет ко мне навстречу. Просто совершенно случайно мы не договаривались встретиться. То есть мы договорились встретиться в воскресенье, но это было в субботу. И просто мы вот так вот встречаемся в центре города, и в этот момент я сказал «мир тесен». И да, я вам не объяснил отдельно слова. Мир — это то место, где мы все живем, это мир. Я думаю, вы знаете это слово, оно довольно базовое. И тесен — это значит, что тесно — это когда много людей, допустим, в одном помещении, и у них нет много места. То есть им не хватает места, поэтому им тесно. Им тесно. Еще у нас есть такое выражение «в тесноте да не в обиде». В тесноте да не в обиде — это значит, что когда, опять же, тесно где-то в каком-то помещении, но ты в хорошей компании. Вот, это значит, в этот момент мы используем «в тесноте да не в обиде». Ну так вот, мир тесен. То есть мы с ним встретились, и это, по сути, означает то же самое, что the world is small, по-моему, это так говорится по-английски. То есть даже в таком огромном городе, как Санкт-Петербург, да, мы, конечно, были в центре, но тем не менее мы с ним совершенно случайно встретились. И вот в этот момент я использовал вот это выражение. Вторая ситуация, она была вчера, она произошла вчера. Вчера мы гуляли с моим другом Стасом. Стас знает много языков, и всегда, когда он видит иностранцев, он старается с ними говорить на этих языках. И вчера он начал говорить с итальянцами. В общем, я тоже подключился потом к беседе, и я спросил у итальянцев, откуда они. Итальянцы сказали, что они из города Пьомбино. И я сказал, что у меня знакомая из Италии, она тоже из этого города, из Пьомбино, которая, кстати, Кьяра. Если вы не видели видео на ютубе с итальянками, «Итальянки в России» она называется, то смотрите, вот Кьяра, она из Пьомбино. И они спросили, а что за девушка, как ее зовут, как она выглядит? Я сказал, что ее зовут Кьяра, показал фото, и они сказали, что мы ее знаем. И вот как раз в этот момент тоже вполне можно использовать выражение «мир тесен». То есть он не настолько большой, насколько кажется. Люди приехали из Италии, и, ну, понятно, Пьембино — это небольшой город, но просто это дико удивительно, что вот мы вот так совершенно случайно встретились, и у нас
есть общие знакомые. В общем, вот так используется это выражение «мир тесен». Используйте его также, когда вы, допустим, встречаете какого-то знакомого, с которым вы давно не виделись, вы можете сказать «мир тесен», особенно если вы встретились где-то в другом городе, где-то в каком-то месте, где вы совершенно не планировали. И да, кстати, сейчас я вспомнил еще одну историю, как раз ей я и закончу этот выпуск подкаста. У меня есть друг из Бельгии, Феликс его зовут, и мы с ним познакомились, наверное, в 2015 году в интернете. У него есть канал на ютубе, у меня был блог, и мы познакомились, начали общаться на разных языках, потом на французском, на русском, когда он начал русский изучать. И, в общем, всю жизнь, ну, то есть все это время мы общались в интернете. Но потом я поехал в Любляну, это было год назад примерно, на конференцию полиглотов. И я просто гулял по городу, и тут я вижу Феликса. Я вижу Феликса с родителями, и самое, что интересное, да, конечно, можешь сейчас подумать, что да, это мероприятие, где собираются полиглоты, он полиглот, ты полиглот, вы вместе поехали туда, но он вообще не знал о том, что проходит вот это мероприятие. И я был в этом городе, мы никак с ним не договаривались, и мы вечером просто гуляли. То есть я там гулял с друзьями, он гулял с родителями. И тут просто я его вижу: Феликс, это ты? Он говорит: Артем, это ты? И просто это удивительно было, что вот так вот мы повстречались в другой стране, я из России, он из Бельгии, в один и тот же момент, в один и тот же день, в один и тот же вечер мы встретились, и это просто одна из самых удивительных встреч в моей жизни, наверное. Вот как раз-таки тогда тоже можно было использовать это выражение «мир тесен», и, по-моему, я его использовал. Так что вот такое выражение, используйте его. Заходите на Patreon, пользуйтесь дополнительными материалами, транскрипцией, заходите в наш чат, мы регулярно общаемся, сейчас у нас там проходит челлендж, я каждый день задаю какой-то вопрос, ребята отвечают и тем самым улучшают свой русский. Тоже не только слушайте, не только читайте, но еще и воспроизводите, пытайтесь воспроизводить то, что вы учите, и таким образом вы быстрее придете к способности говорить на русском. На этом все. Спасибо, что слушали, и услышимся в следующих выпусках подкаста. Пока!